Вы на канале Сказки-рассказки. Здравствуйте, дорогие ребята! Послушайте сказку, которая называется «Ручей». Как-то весной сидел ежик в своем домике у окошка и любовался красотой расцветающей природы. Было раннее утро. Деревья кругом блестели молодыми зелеными листочками, от которых приятно пахло. Из земли пробивалась молодая травка. Первые цветы красовались на оттаившей земле. Сквозь открытое окно легкий ветерок доносил запахи свежего леса. Неожиданно что-то холодное коснулось лапки ежика. Он посмотрел вниз и увидел небольшую лужицу. Поначалу ежик подумал, что это он разлил воду, когда ставил самовар. Подтерев пол, ежик снова сел к окну. Но не успел он еще как следует расположиться, как лужица появилась снова. Тут ежик понял, что-то тут не то. Выйдя на улицу, он обошел вокруг ели, под которой располагался его домик. С северной стороны ели тек небольшой ручеек. Он подмывал корни и, видимо, просачивался в домик. Вернувшись в дом, ежик быстро нашел щель, через которую проходила вода. Он быстро залепил ее глиной и, довольный своей работой, поставил самовар на стол. Но не успел ежик еще развести огонь, как на полу снова показалась лужа. Ручеек нашел другую щель. Маленький зверек не на шутку обеспокоился. Он снова выбежал на улицу. Ручеек, который стал еще больше, все сильнее подмывал дерево. Мимо домика шел заяц. Заметив ежика, растерянно мечущегося вокруг ели, он подошел к нему. Оглядев деловито ручей, заяц с видом знатока спросил: «Вода дом заливает?» «Да», – печально вздохнул ежик. «Ага. Ты дома затыкал щели, а вода другие находит?» «Да. А как ты догадался?» «Сразу видно, какой ты нехозяйственный. Нужно не просто повернуть ручей, повернуть...» «Конечно. Тащи лопату». Ежик принес лопату, и заяц, быстро прокопав канавку, повернул уже довольно большой ручей в сторону. «Вот и все дела», – заявил заяц победоносно. Он развернулся и деловито зашагал к своему дому. «А куда же теперь ручей потечет?» – крикнул ежик вслед другу. «А какая разница? Главное, что не твой дом». Донеслись издалека слова зайца. Ежик тоже направился к себе домой. Он поставил самовар, разжег огонь и стал ждать, пока закипит вода. Он ждал и думал: какой все-таки молодец этот заяц, он все умеет, за всякое дело берется с охотой и не боится никакой работы. Неожиданно до ежика донесся отдаленный крик зайца: «Караул! Караул!» Выскочив на улицу, ежик заметил подбегающего к нему зайца. Заяц был весь сырой. «Что случилось?» – спросил ежик. «Беда! Ручей, что мы повернули, как раз потек к моему дому. Воды стало еще больше. Нас почти затопило, еле успели выбежать сами». Ежик был так поражен, что поначалу не смог двинуться с места. Но потом, схватив лопату, он бегом бросился к домику друга.
Зайчиха с зайчатами сидела около большого ручья, который, слившись с другими ручьями, теперь уже походил на маленькую речку. Ежик быстро принялся окапывать жилище зайца. Заяц тоже ему помогал. Пришлось немало поработать, пока ручей не повернул в другую сторону. Сев на травку, заяц облегченно вздохнул. «Теперь можно и отдохнуть», — сказал он. Но ежик, взяв лопату, побежал дальше. «Куда же ты?» — крикнул ему вслед зайчиха. «За ручьем!» — донеслись слова. «Он может еще наделать кучу неприятностей». До конца дня зайцы наводили порядок в своем доме. Они вытирали воду, расставляли вещи по своим местам. К вечеру они закончили все дела. И, поставив большой самовар, сели у окна пить чай с плюшками. Неожиданно заяц застыл в изумлении. Он заметил странного зверя с лопатой, идущего мимо их дома. «Кто это?» — промолвил заяц настороженно. Зайчиха тоже посмотрела в окно. «Так это же ежик!» — закричала она, выбежала на улицу. За ней последовало все семейство. Ежик был весь в грязи, колючки на его спине слиплись, к спине прилипли ветки и травинки. Видно было, что ежик очень устал. «Где же ты был все это время?» — спросил заяц. «С ручьем боролся», — ответил ежик, сев от усталости прямо на земле. «Куда же ты сел?» — засуетилась зайчиха. «Простудишься. Давай скорее в дом». Дома ежика умыли, переодели в чистую одежду. Пока ежик умывался, он рассказал о том, как помог справиться с ручьем барсуку и медведю, как спас муравейник и как повернул ручей мимо домика бобров прямо в реку. Пока ежик ел, заяц все удивлялся. «И зачем тебе понадобилось по всему лесу за ручьем гоняться и всем помогать?» «Как же?» — недоумевал ежик. «Ведь это же мой ручей был!» Вот и все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.